Компании из UAE умножают капитализацию своей компании в 2 раза минимум. У нас был недавно кейс на $120 миллионов, и я надеюсь, мы станем в самое ближайшее время лидерами этого рынка. В этих фризонах инвесторы больше доверяют бизнесу. Покупатель этого продукта перепродал этот товар на территорию UAE. Запретил своим клиентам с российским паспортом использование своего счета для брокерских целей. Не существует более совершенной системы права, чем английское право. У нас большое интервью, Саша, с тобой. Наконец-то мы до этого добрались. Да. Александр Кукуев, специалист по международному сопровождению холдингов и финансово-промышленных групп. Также специализируется на вопросах санкций и деятельности фэмили-офисов. Расскажи, что тебя побудило переехать в Дубай? Я всегда считал Дубай городом будущего, наступившего сегодня, и относился к нему как к тому месту, в котором наилучшее раскрытие всех моих талантов произойдет в случае, если я сюда перееду. Дубай, как я отмечал еще в своем интервью для журнала The Paragraph, это ребенок, родители которого хотят ему все только самое лучшее. Лучшее образование, лучшее окружение, лучших детей, которые бы с ним гуляли на детской площадке. Я рад оказаться здесь, в этом городе, и применить все свои навыки. Спасибо тебе за то, что стал моим проводником в город Дубай. Ну, ты здесь год. Вчера буквально мы с тобой обсуждали этот вопрос, да, что ровно год назад ты вместе с семьей переехал сюда. Скажи, вот за этот год, который ты здесь прожил, ты окунулся в бизнес-атмосферу, узнал лучше местную ментальность. Вот спустя год, какие твои впечатления? Не разочаровался ли ты в этом городе, в этой стране? Я нисколько не разочаровался. Дубай радует каждый день, и каждое новое событие в нем, оно привносит новые знакомства, новых людей, новые места. Дубай оказался совсем не пустынным, в нем очень много уютных уголков. Но для тех, кто хочет переехать, нельзя путать туризм с эмиграцией. Все-таки первый шлейф восторга сходит, и бытовые вопросы, и миграционные вопросы заставляют окунуться в бытовые каждодневные труды для того, чтобы в этом городе состояться. Поэтому к вопросу иммиграции нужно подходить осознанно и аккуратно. Знаешь, когда я переехал сюда, первое время я встречался с местными ребятами, это было 5 лет назад, и многие говорили из них, если ты год продержишься в Дубае и останешься здесь больше, чем на год, то, скорее всего, ты уедешь отсюда гораздо позже. Ну, типа там 5, 10, 15 лет. Так что я поздравляю тебя с пройденным годом и надеюсь, что ты здесь останешься и задержишься со своей семьей надолго. Спасибо. И спасибо за то, что ты поддержал в течение этого года. Я надеюсь, что моя польза этому городу, этой стране, нашей компании и всем, кто вообще в целом окружает меня, от меня будет больше, если я останусь здесь на подольше. Совершенно уверен в этом. Давай перейдем к нашим профессиональным, наверное, да? Давай. Моментам. Ты международный юрист, эксперт в английском праве, ты прожил несколько лет на Сейшелах, у тебя большая корпоративная сеть юристов, с которыми ты общаешься по всему миру. Ну, я это знаю, потому как ты меня периодически с ними знакомишься. Да. Ну и в целом очень такие прокачанные скиллы нетворкера. Мой первый вопрос. Да. Как вот эти возможности, то есть скиллы, которые есть у тебя, они помогли тебе обосноваться здесь? Помогли ли вообще или нет? Первое правило нетворкинга. Чем я могу быть тебе полезен? Ты не ищешь выгоды, ты стараешься привнести вклад в развитие профессионального сообщества, ты хочешь помочь своему визави искренне. Это то, что сжигает мосты, это то, что плавит пространство между вами, это то, что рушит лед. Второе, тебе искренне должно это нравиться. Если ты экстраверт, тебе повезло. Если ты интроверт, тебе надо этому научиться и чаще отдыхать от нетворкинг работы. Как нетворкинг помог мне? Есть социальный капитал,
Да? Социальный капитал — это то, что мы накапливаем с годами, это контакты в записной книжке, это возможность в первых 20 контактах своего WhatsApp-листа найти то лицо, которое поможет тебе в той или иной ситуации. Вот у меня в 20 контактах первых лиц, с которыми я общаюсь в WhatsApp, это те люди, которые мне помогают ежедневно. Что касается Дубая как площадки для нетворкинга, ее здесь не просто много, ее здесь в таком изобилии, что человек просто захлебывается. Изначально я вступил в бизнес-клуб. И бизнес-клуб помог мне, собственно говоря, социализироваться с людьми, живущими в Дубае, наладить нужные рабочие взаимоотношения. Социальный капитал рос. Но я в какой-то момент понял, что я не успеваю посетить все мероприятия. Мне кажется, такая же участь постигла и тебя. Ты записался в этот бизнес-клуб, но, по-моему, посетил несколько мероприятий в году. Это приводит к тому, что ты пересматриваешь, собственно говоря, приоритеты и начинаешь уделять внимание тому, что можешь сделать ты. Ты приходишь не просто послушать, а поделиться своей экспертизой накопленной. За этот год в Дубае, собственно говоря, я накопил столько экспертизы, как, мне кажется, не накапливал в других юрисдикциях в течение нескольких лет. Город интенсивный, эффективный, высокоэффективные люди в нем живут, и этот город предполагает, что ты быстро найдешь социальные связи. Здесь проходят различного рода конференции, профессиональные ивенты, бизнес-завтраки, неформальные выезды на яхте с общением и знакомством. Важно иметь визитную карточку, важно иметь привычку follow-up letter, да, обязательно продолжить общение после первого знакомства и показать, чем можешь ты быть полезен конкретному человеку. Первое правило нетворкинга. Чем я могу быть тебе полезен? Ну, это получается нетворкинг исключительно профессиональный, или ты все-таки захватывал так 360 градусов и находил общение, в том числе с бизнесом? Получалось по-разному. Скажем, мы сегодня в подкаст-студии, которой управляет одноклассница моей сотрудницы. Да, и я очень рад этому социальному капиталу, рад, что нетворкинг случается стихийно. В то же время есть и профессиональный план выстраивания бизнес-отношений. Это проведение профессиональных конференций, это вступление в бизнес-клубы, это участие в комментариях профессиональных СМИ. В этом случае у тебя есть цель, и у тебя есть тактика достижения этой цели. А что с местной ментальностью? Ощутил ли ты какое-то, знаешь, такое весомое различие между тем миром, где ты был раньше, и тем миром, где ты оказался сейчас? Расскажу классный случай. Меня пригласили вместе с тобой, кстати говоря, на Меджлис. Чиновник из Минобороны местный, на своей даче, если можно так сказать. Это большой дом в пустыне, окруженный классным садом. Там поют птицы, ну просто оазис. Пригласил около 20 своих друзей на багги австралийской фирмы Canam. Они очень быстрые. Для прогулки в субботний день. Все началось с молитвы. И те, кто исповедует ислам, они в отдельной комнате, собственно говоря, помолившись, отправились в захватывающее путешествие. Мы были пассажирами с тобой, как ты помнишь, и на скорости около 150-200 км в час мы гоняли по дюнам. Это было удивительно. Потом, остановившись где-то в пустыне после 2 часов такой интенсивной езды, каждый из присутствующих вытаскивал свой карак-чай, плюшки, которые ему приготовила жена, делился этим. Это было классное, теплое общение. Обратный путь был такой же скоростной. Мы прибыли уже под закат, приняв душ и снова уделив время молитве, присутствующие собрались за обеденным столом, сидя на полу, и ели очень классные блюда местной национальной кухни. Все было наполнено такой теплотой душевной, ни грамма алкоголя. Делились впечатлениями о поездке, смотрели это на экране и сидели у костра, и это было
просто как будто бы не в Дубае. Был такой прохладный вечерок. На самом деле я понял, что эти танцы на песке — это часть местной культуры, это способ самовыражения, получения адреналина и в то же время общения со своими близкими. Объятия эмиратца с другим эмиратцем в пустыне никогда не сравнятся с сухим рукопожатием в офисе в башне. А как ты думаешь, насколько вот эта местная ментальность, она влияет в целом на бизнес и на юридическую сферу в бизнесе? На бизнес это влияет прежде всего с той точки зрения, что в целом радушие присуще эмиратцам. Мы видим в государственных органах, мы видим, собственно говоря, в ежедневной работе госслужащих желание помочь. Ты сам мне много раз об этом говорил. 5 лет ты встречаешь радушных людей, которые встречают тебя во фризонах, в налоговых органах, в банках, и все стараются помочь. Это радушие — часть в целом гостеприимной души эмиратцев и национального кода ДНК. В юриспруденции я бы отметил, что все прозрачно, и отсутствие строгости в части исполнения законов. Да, то есть вы никогда не встретите патрулирующих и останавливающих на улицах ДПСников, вы никогда не ощутите на себе страх налоговой проверки. С 2018 года в ЮАИ был введен первый налог НДС, второй появился позже. Так вот, с 2018 года не было ни одной выездной камеральной проверки, ни у одной компании. Поэтому с этой точки зрения ведение бизнеса в юридическом ключе очень комфортно. С точки зрения регулирования, да, вот на самом деле многие русские предприниматели, но не только российские, да, предприниматели, которые сюда приезжают, они не понимают. Есть федеральное законодательство, есть законодательство каждого эмирата в отдельности, есть регуляторика, которая прописана в конкретных фризонах, к примеру. Вот как во всем этом многообразии не запутаться? Ты абсолютно прав. Для русскоязычного предпринимателя в целом довольно трудно разобраться во всех тонкостях местного законодательства. Нужно запомнить всего 3 вещи. Первое. Есть федеральный уровень законодательства. Это уголовное в основном право. И налоговое. Есть местный уровень законодательства. Это уровень субъектов федерации. Это каждый из 7 эмиратов имеет право принять свой местный закон. Но не в части тех отраслей, которые регулируются федеральным уровнем. И 3-й уровень — это локальный уровень. Это те законодательные акты и подзаконные акты, которые принимают сами фризоны. Например, если резидент или нерезидент, гость ЮАИ совершил преступление, то это регулируется федеральным законодательством. В законах ЮАИ на уровне фризон вы не найдете регулирования уголовного законодательства. Если вы открываете компанию, то с большей долей вероятности применяется право локальной фризоны. Если у локальной фризоны нет, например, закона о компаниях, то применяется общий федеральный закон о компаниях. Он абсолютно типовой, он общий, и в случае, если у локальной фризоны не было желания или возможности создать свой, то в этом случае применяется федеральный. Собственно говоря, так работает система федерального законодательства ЮАИ. Все то, что не урегулировано специальными законами, локальными подзаконными актами фризон, регулируется федеральным и местным правом субъектов федерации законодательством. Сталкивался ли ты в своей практике, в практике Uppercase Legal Advisory с коллизией норм? Ну, например, на федеральном уровне регуляторика выстроена определенным образом, а спускаясь вниз на уровень фризоны, она противоречит тому, что прописано на федеральном уровне. Встречался, но ЮАИ довольно быстро устраняют такие коллизии или недоработки законодательства. Например, буквально год назад любые вопросы, связанные с наследованием и завещаниями, регулировались законодательством федеральным ЮАИ.
для всех резидентов, проживающих на территории Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на их гражданство. То же самое могло относиться 2 года назад и в брачных отношениях к супругам. Однако довольно быстро ЮАИ изменили нормы, понимая, что большинство людей, проживающих на территории Объединенных Арабских Эмиратов, это экспаты. Соответственно, применяются сегодня к отношениям брачным, завещанию и наследованию нормы законодательства тех стран, гражданами которых являются данные экспаты. В случае, если они не предусмотрели обратное в брачном договоре или в наследстве, в завещании при наследовании соответствующего имущества. Не так давно прошла новость, что, эта новость относится в первую очередь к бизнесу, который здесь развивается, да, что многие регуляторы Дубая, а вернее все регуляторы Дубая будут переходить на систему правового регулирования по английскому праву, да, common law. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? Какое твое мнение? Насколько это хорошо для бизнеса в целом? Я очень уважаю английское право. Я учился на курсе английского права в Лондоне. Могу сказать, что это большое достижение вообще в целом человечества и цивилизации. На сегодняшний день в мире не существует более совершенной системы права, чем английское право. Англичане этим по праву гордятся и преподают это в университетах, в которых образование стоит очень дорого. На сегодняшний день английское право, общее право, применяется в 2 фризонах на территории ЮАИ. Это DIFC, Dubai International Financial Center, и Abu-Dhabi Global Market, ADGM. Успешное применение по принципу кластерного применения, экспериментального, показало свою состоятельность и привело к тому, что в этих фризонах инвесторы больше доверяют бизнесу, больше доверяет государству, точнее бизнес доверяет больше государству, если его отношения регулируются английским правом. Что это означает на практике? Это означает, что используются процессуальные и материальные нормы английского права, которые даже в случае, если не урегулированы законом, имеют возможность к применению права справедливости. Помните, что за правом справедливости может обратиться только тот, у кого чистые руки. Так гласит принцип английского права. То есть это принесет только пользу, потому как в целом Эмират получит больше иностранных инвесторов. Прогноз? Больше доверия к государству, лучшее регулирование контрактных обязательственных взаимоотношений, лучшая возможность просуживания, собственно говоря, против недобросовестных подрядчиков и возможность соответствовать самым высоким стандартам права, которые существуют сегодня в мире. Данной системой права пользуются страны с common law, с системой общего права, и ЮАИ с большей долей вероятности в самое ближайшее время станет страной с системой общего права. А что это дает твоему бизнесу, который основан на оказании квалифицированных юридических услуг для клиентов? Это означает, что регулирование станет более прозрачным, перестанут в целом существовать подозрения в применении шариатского права. Этими подозрениями живет большинство предпринимателей, которые ничего не знают о системе ЮАИ. Эта прозрачность приведет к тому, что люди больше будут доверять этой системе. Второе, в моем департаменте появится больше людей, которые знают английское право. И в-третьих, я думаю, что станет меньше судов, меньше неоткрытых, неэффективных, долгих судов. Потому что система общего права построена так, что она презюмирует добросовестное исполнение своих обязательств. В противном случае очень быстрое наложение обеспечительных мер против недобросовестного контрагента или быстрое просуживание, собственно говоря, выплаты в пользу истца. И последнее, это приведет, на мой взгляд, к большему существенному взаимодействию с странами систем общего права. Это традиционные страны англосаксонской правовой системы. Это Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, США и другие страны. Расскажи о типичном портрете клиента Uppercase Legal. Мы ведем бизнес со средним и крупным бизнесом.
Мы взаимодействуем прежде всего с профессиональными менеджерами, работающими в этих крупных фирмах, и реже с бенефициарами бизнеса. В этом основная разница консультантов, которые имеют дело в основном с мелким и средним бизнесом, когда бенефициары являются их прямыми клиентами. Наш типичный клиент — это CLO, Chief Legal Officer, или CFO, Chief Financial Officer, крупной корпорации, холдинга или генеральный директор, который профессионально ставит перед нами вопросы налогового законодательства, проработки трудовых вопросов, litigation или arbitration, или разработки финансово-правовой схемы. Для нас крупный бизнес представлен в следующих отраслях. Это трейдеры, это FMCG, это фармацевтика и это энергетика. Мы традиционно в этих отраслях очень сильны и представляем для клиентов большой интерес и пользу даем, поскольку следим за всеми отраслевыми изменениями, готовим обновления, самая свежая информация появляется у нас, и я надеюсь, мы станем в самое ближайшее время лидерами этого рынка. А что сейчас мешает? Насколько совершенна система наличия, например, доступа к информации? Какие есть барьеры для того, чтобы можно было взращивать этот юридический бизнес внутри Арабских Эмиратов? Без консультанта бизнесу очень сложно. Система непрозрачная, отсутствует привычный консультант плюс, гарант и системы Spark, Contour M для проверки контрагентов. В системе законодательных актов UAE неразбериха. Есть акты на английском языке, порой они бывают только на арабском языке, а иногда вообще в целом отсутствуют. Поэтому мы как консультанты помогаем следующим: найти, перевести, растолковать и дать правоприменительную практику того, как это работает с государственным органом по факту. Мы следим за отраслевыми конференциями Tax Authorities. Мы посещаем все основные конференции, которые проводят фризоны, разъясняя те или иные положения. Мы следим за всеми изменениями федерального законодательства и подписаны на все санкционные и антисанкционные паблики и официальные уведомления получаем еженедельно. А что ты думаешь по такому поводу? Многие предприниматели рассуждают на тему того, что вот не так много сейчас стран, которые принимают бизнес с русскоязычными корнями. И что в конце концов в Арабских Эмиратах произойдет то же самое. Не за горами то время, когда банковские счета будут закрываться, как это было в разных странах, например, на Кипре, да. Вот, и UAE сейчас всех принимает, а потом такая захлопнется, да, как предприниматели окажутся в такой юридической финансовой ловушке. Вот какие твои прогнозы по этому поводу? Сложно прогнозировать то, что развивается в нынешнем VUCA World, таком uncertain, неопределенном мире, просто темпами гигантскими шагами. Это все меняется в раз. Но что можно сказать про UAE? Мне представляется, что из всех стран мира, в которых я когда-либо работал или с которыми я когда-либо работал, более предсказуемой страны я не видел. Дело в том, что аннаунсменты по тем или иным изменениям в целом заблаговременно предоставляются бизнесу. И у бизнеса есть широкий спектр возможностей для маневрирования в изменившихся условиях. Например, Emirates NBD банк, нашумевшая история, запретил своим клиентам с российским паспортом, не имеющим резидентства на территории ЮАИ, использование своего счета для брокерских целей при взаимодействии с Евроклир. Эта история наделала такой шум, что многие клиенты начали задавать вопрос, а не закрыть ли мне вообще в целом обычный корпоративный или личный счет в Emirates NBD. Эти вещи никак не связаны. То есть если вы разберетесь досконально в сути тех или иных изменений, заблаговременно опубликованных, вы поймете, что у вас есть
горизонт планирования с UAE, и он не менее 5 лет. В настоящий момент я не вижу высоких рисков для бизнеса с российскими корнями в Объединенных Арабских Эмиратах. Это не похоже на ловушку. UAE конкурирует в странах MENA и вообще Персидского залива с другими странами за инвестиционную привлекательность. Россия традиционно является одним из главных партнеров UAE по многим отраслям, и, на мой взгляд, это сотрудничество будет только усиливаться. Есть ли у тебя мысли и планы по поводу дальнейшей экспансии на регион GCC или, может быть, регион MENA? Недавно мы проводили конференцию, которая называлась UAE Legal Summit, и Александра Дорф сказала со сцены фразу, которая не дает мне сна несколько дней уже. Значит, статистика говорит о том, что компании из UAE, которые открыли офис в Сауди-Аравии, умножают капитализацию своей компании в 2 раза минимум. Дело в том, что в Саудовской Аравии живет 34 миллиона местного населения, в отличие от 1 миллиона местного населения в UAE. Этот рынок очень большой. Большой он не только для фуд-продакшена и дистрибьюторства, но и для консультантов тоже. 34 миллиона, хотя и специфической, собственно говоря, аудитории, которая, скорее всего, не с ярым желанием будут покупать ваши услуги, тем не менее является огромной потребительской аудиторией. И в этом смысле мы могли бы таким шагом, естественно, умножить капитализацию своей компании. Конечно, мы думаем об этом и в самое ближайшее время приступим к практическим шагам. Мы сейчас разработали систему по выводу компаний в Сауди-Аравии. Дело в том, что к нам присоединилась Эльмира Ларина. Она 8 лет возглавляла юридический департамент компании Goodyear, мирового производителя шин, и вывела несколько компаний из группы компаний Goodyear на рынок Сауди-Аравии. Мы воспользуемся с удовольствием опытом Эльмиры и откроем практику по Саудовской Аравии и странам MENA. У нас в настоящий момент хорошая экспертиза у Ратмира Проскурнова по дистрибьюторским контрактам в странах MENA. Мы обслуживаем крупный бизнес и знаем, как иметь дело с местными базами законодательства. Это позволяет нам из UAE уже оказывать услуги по странам Персидского залива и странам MENA, будь то Бахрейн, Египет или Королевство Саудовской Аравии. Расскажи какой-нибудь такой интересный практический кейс, как ты со своей командой смог решить проблему клиента. Таких кейсов очень много. Скажем, у нас был недавно кейс на $120 миллионов. Наш клиент, угольный трейдер, поставил в одну из designated free zone большой объем угля. И по всем правилам эта поставка должна быть освобождена от НДС. Уплата НДС осуществляется только в том случае, если поставка была в порт не designated. Освобожденный порт от НДС предполагает, что ставка будет нулевой. Однако покупатель этого продукта перепродал этот товар на территорию UAE. Соответственно, по всем правилам налогообложения этот товар должен быть объектом налогообложения. Эта сделка должна быть объектом налогообложения. В этом случае сумма была существенной. И для того, чтобы избежать риска до начисления этого налога, нужно было проработать этот вопрос таким образом, чтобы избавить нашего клиента от этого риска обязанности уплаты 5% со $120 миллионов. Мы проработали тщательно налоговое законодательство, и нашу трактовку положений об НДС мы перепроверили с Tax Authority. Мы направили no-name case в Tax Authority, запросили разъяснений, расписав на 2 листа, собственно говоря, нашу позицию. Мы получили подтверждение, и наше подтверждение заключалось в следующем. Нужно было подписать дополнительное соглашение между продавцом и нашим клиентом-трейдером о том, что наш трейдер не является плательщиком 5% НДС. Второй пункт, что
поставка осуществлялась в освобожденную designated free zone. И в-третьих, ему ничего не известно и не должно быть известно о дальнейшей поставке данного товара на территорию ЮАИ. В ответ от покупателя из порта мы получили подтверждение, что данный товар не является предметом дальнейшей перепродажи на территории ЮАИ. Таким образом, сняли все риски с нашего клиента, и последующие риски его перепродажи и доначисления могут быть у той стороны, которая нарушила режим designated zone, но не у нашего клиента. Интересный кейс. Особенно цифры, да, которые в нем фигурируют. Да. Как известно, решение различных задач и проблем, оно всегда тесно связано с какой-то регуляторикой, ну и также взаимоотношениями с теми, кто это регулирует. Да? И гораздо эффективнее, ну вот на моей практике, решать задачи клиентов, поставленные задачи клиентами, применяя не только профессиональные какие-то знания, но и навыки коммуникации с теми же государственными органами. Вот как ты внедряешь эту практику в своей каждодневной рутине и внедряешь ли, помогает ли она тебе? Да, очень хороший вопрос. То, что касается GR-функции юриста, это вообще предмет отдельного обсуждения. Мы проводили последнюю конференцию и уделили этому целое секционное обсуждение. Традиционно в России юристы начали приобретать GR-навыки и внедрять эту функцию с 1994 года. На саммите, который мы проводили, участвовал спикером Руслан Ибрагимов. Руслан является опытным GR-щиком и рассказал историю становления этого бизнеса в России. Классный посыл, который мы передали присутствовавшему на нашем саммите главе Dubai Chamber of Commerce. Мы не лезем со своим уставом в чужой монастырь, но мы хотим, чтобы вы знали, у нас есть свой устав. И в этом смысле у нас он действительно есть. У нас, у юридического сообщества России, я имею в виду, к которому я себя отношу. Этот устав заключается в том, что у нас есть best practices, мы знаем, как их применять, и GR-функция является одной из функций юриста. Не обошлось без этого и на территории ЮАИ. Безусловно, начинается все с самого малого, с регистрации компании и открытия корпоративного счета. Вы не можете проигнорировать взаимодействие с такими государственными, квазигосударственными органами, как фризоны. Они могут выглядеть как частные компании, они ведут себя как корпорации, у них классный и высокий уровень эмоционального интеллекта в работе с бизнесом, но тем не менее это государственный орган. Он учрежден специальными указами правителя того или иного эмирата, и там строгая иерархия. Поэтому, когда вы приходите во фризону, это первый ваш опыт взаимодействия с государством. И, безусловно, он у нас есть. Ни для кого не секрет, что ты здесь с 2018 года, и компания существует и взаимодействует с государственными органами на протяжении уже 6-го года. Второй уровень взаимодействия с государством — это федеральные органы государственной власти. Нам пришлось не только для клиентов столкнуться с этим, но и при получении legal license. Любой специфический вид лицензии требует согласования федерального органа. Простые виды лицензии, general consultancy, трейдинг, холдинг, медиа могут выдаваться без согласия федеральных органов. Все, что связано с брокеридж, все, что связано с инвестиционной деятельностью, legal требует соответствующей специальной лицензии, которую одобряет федеральный орган власти. Федеральные органы власти — это более серьезный уровень, и соответствующий комплаенс предъявляют они к тем субъектам, которые с ними взаимодействуют. Есть в этой всей истории взаимодействия с GR тоже социальный капитал, тоже часть, которая называется социальный капитал. Во время взаимодействия вы так или иначе встречаете людей. Человек работает с человеком. Вы можете подружиться, стать приятелями и посидеть за чашечкой кофе. У нас работает сотрудник, его должность называется PRO, Public Related Officer, и он познакомился с
офицерам иммиграционной службы во время утреннего кофе, абсолютно случайно подойдя и попрося у него ручку. Они разговорились, и они сегодня большие приятели. И, как он утверждает, это помогает ему в работе. Что касается моего опыта. У нас, у компании и у меня лично классные взаимоотношения с директором, региональным директором Dubai Chamber of Commerce. Сегодня мы, кстати, обедаем, и ты присутствуешь и участвуешь в этом обеде, и мы дружим с ним вместе. Это хороший контакт. Торгово-промышленные палаты нацелены на то, чтобы помогать бизнесу. Они помогают открывать счета, они помогают советам и помогают выйти компаниям из ЮАИ на рынки других стран. Кстати, господин Абдулла Бакер, Regional Director of Dubai Chamber of Commerce, был почетным гостем на саммите, который мы проводили. И мне запомнилась одна фраза, которая с его уст прозвучала. Она звучит так. Мы не конкурируем с другими Эмиратами, и мы даже не конкурируем с другими странами GCC. Мы все часть одного большого дома, в котором мы соседи. И мы хотели бы развивать эту структуру стран МЕНА таким образом, чтобы соседи помогали другим соседям. У кого-то что-то лучше, но это не означает, что мы пытаемся конкурировать друг с другом. Мы все друг друга взаимодополняем. Это восхитительная фраза. Но это тот случай, когда 1 + 1 это не 2, а 11. Абсолютно точно. Чем может быть Uppercase Legal, Uppercase полезно для клиента? У вас есть Certificate of Incorporation, лицензия и банковский счет. Вы вышли с этим сертификатом на проспект Шейха Заида. Что делать дальше? Здесь приходим на помощь мы. Вас волнует налоговое, трудовое и иные отрасли законодательства, которые регулируют вашу деятельность. Соответствующие навыки, экспертиза есть у нашей компании. Разработка финансово-правовой схемы, движение логистики и денежных средств, compliance, как не попасть под санкции, как правильно проводить compliance своего контрагента, как получить non-sanction compliance certificate и показать вашему контрагенту, что вы не имеете дела с санкционными товарами, не являетесь санкционным, и обеспечить чистоту и прозрачность ведения вашего бизнеса. У вас возникли вопросы по тому, как платить налоги, когда, в каком количестве и являетесь ли вы вообще субъектом налогообложения. С этими вопросами мы вам поможем. Нужна ли система WPS для выплаты заработной платы? Как правильно нанять генерального менеджера? Как в трейдинговую компанию нанять Chief Financial Officer, который недавно ушел от того же трейдера? Как соблюсти non-compete положение местного трудового законодательства? Не предъявит ли мне предыдущий работодатель претензию о том, что я нанял его бывшего сотрудника, который может использовать лучшие практики для улучшения бизнеса конкурента теперь? Кроме этого, это вопросы litigation и arbitration. Наша практика такая, что 97% претензионных писем, которые мы пишем до суда, приводит к тому, что недобросовестный контрагент оплачивает нашему клиенту всю сумму задолженности без суда. Такова сила юридической лицензии, красивой печати и подписи. Виталий, я знаю, что традиционно ты представляешь интересы крупного бизнеса. Среди твоих клиентов клиенты из секторов фарма, FMCG, трейдеры, энергетика. Скажи, пожалуйста, с какими видами регуляторики ты сталкиваешься в ЮАИ? Хороший вопрос. На самом деле, да, мы планируем, чтобы у нас были только крупные клиенты, потому как каждый час потраченного времени в Дубае, он стоит несколько дороже, чем в России или в других странах СНГ. Большинство клиентов такие есть крупные, но есть и стартапы, которые только-только начинают бизнес, и мы им помогаем также. У нас есть несколько направлений внутри группы компаний, которые работают с разной категорией клиентов. Кто-то работает со стартапами, а другие проекты работают с крупными, сформировавшимися концернами, крупными компаниями. Что касается регуляторики, то
при регистрации компании в Арабских Эмиратах сразу необходимо понимать, будешь ли ты осуществлять бизнес внутри страны или за пределами. Отсюда как раз-таки появляется обязательство по получению каких-то дополнительных разрешений. К примеру, приведу пример. Да? Если мы говорим про рынок real estate и работе на этом рынке, то не обязательно открывать компанию, которая получает лицензию RERA, к примеру, которая регулирует внутренние отношения на рынке real estate в Дубае. Если вы регистрируете компанию в сфере real estate, которая будет заниматься этим бизнесом, к примеру, на Бали, что делают многие, да, можно зарегистрировать во фризоне, и совершенно нет необходимости получать какое-то дополнительное разрешение от регулятора RERA в Дубае. То же самое относится ко всем видам деятельности. Возьмем, к примеру, нефтетрейдинг. Да, если вы планируете быть поставщиком на местный рынок, то, безусловно, вам необходимо получить специальное разрешение от специализирующегося министерства. То же самое к фармацевтике. У нас есть различного рода клиенты в тех отраслях, на которых мы специализируемся, которые как ведут внутренний бизнес внутри Арабских Эмиратов, так и вне. И когда заходит какое-то крупное предприятие, которое планирует открыть завод, к примеру, фармацевтический, то мы берем этого клиента, как я люблю говорить, на 360 градусов. Что мы делаем? Мы знакомимся с местными партнерами. Безусловно, мы помогаем пройти все этапы получения разрешений от департаментов, министерств, да, получаем все необходимые разрешения на конечный продукт, которым они будут здесь торговать, если мы говорим про фармацевтику. Мы подыскиваем наиболее оптимальный вариант локации предприятия с учетом того, на какой рынок рассчитано предприятие при продаже конечного продукта. К примеру, если предприятие будет построено здесь, в Арабских Эмиратах, но поставлять товары будет конечные продукты за пределы, то мы рекомендуем фризон. Если все-таки предприятие нацелено на внутренний рынок, что в меньшей степени, потому как внутренний рынок, мы знаем, он не такой емкий, да, как внешний, то мы предлагаем майнленд территорию. Здесь возникают различные обязательства по VAT, ну и налогообложению в том числе. Разошелся, да? Твой вопрос был, как мы помогаем и определяем бизнес, который подпадает под регуляторику, который нет. Первое, это смотрим, на каком рынке работаем. Второе, смотрим, где с учетом возникших обязательств лучше зарегистрировать компанию. Ну и третье, конечно, наверное, это даже первое. Выбираем правильного консультанта, потому что насоветовать могут совершенно неверно здесь. Очень много неправильных, некорректных советчиков, консультантов. Спасибо. Ты упомянул, что ты знакомишься с местными партнерами. Вообще, GR-функция твоя с 2018 года, она претерпела какое эволюционное развитие? Насколько много социального капитала ты нарастил с точки зрения government resources? С 2018 года начиная, я действительно прошел такой достаточно большой трек, хоть не так много, по сути, 5 лет, но я проникся вот этой местной ментальностью и бизнес-этикетом, в том числе в плане выстраивания отношений с местными Эмирати, с представителями этой страны. Первое. Дубай не такой большой, как может показаться. Если ты где-то что-то сказал, то, скорее всего, об этом будет знать не один человек, а много. Да. Если ты выстраиваешь отношения с кем-то, магистральные отношения с кем-то одним, то вот вообще нельзя распыляться на несколько сторон, потому как местные партнеры, да, они могут это принять не с положительной стороны, то есть они могут это воспринять как некий такой предательство, да, микропредательство, назовем это так. Третье, что я для себя подметил, они тебя встречают очень радушно, но они оценивают каждый твой шаг. Судят по действиям. Судят по действиям, да. То есть не факт, что если тебя встретили хорошо, как бы все в итоге хорошо сложится, но это в первую очередь зависит от тебя самого. Встречают по одежке, провожают по уму. Провожают по уму. Это как нигде, кстати, к Арабским Эмиратам относится, да. И здесь на разных уровнях, я это не раз подмечал на своей практике и на практике наших клиентов, то есть такой бизнес-ориентированный партнер в любых отношениях. Ну, вот, только это. Это ключевое. То, что это нужно. Ключевое, да. Интересный вопрос. Что мотивирует Виталия Черясова? 2018 год,
ты переезжаешь из Алматы в ЮАИ, 5 лет ежедневно трудишься. Я знаю, что ты очень дисциплинированный и трудолюбивый человек. Ты являешься примером в офисе своей эффективности. Расскажи, что мотивирует тебя? Какие лайфхаки по мотивации ты в себе обнаружил? Первое, что меня очень мотивирует, это тот груз ответственности, который лежит у меня на плечах. Это большая команда, это семьи, это те, кто в меня поверил. Я ни в коем случае не могу облажаться. Это первое, что мотивирует. Второе, безусловно, это мое близкое окружение, моя семья, которая также на меня смотрит, да, и я как бы перевез их в другую страну. Естественно, я не могу позволить им существовать, жить хуже, чем они жили там. Я должен сделать лучше. При всем при этом у меня есть твердое убеждение, что это относится не только к бизнесу, это относится в первую очередь к людям. Если ты не развиваешься, значит ты умираешь. И сейчас я нахожусь в таком состоянии, что я стараюсь каждый день развивать себя и развивать все, что вокруг меня. Если в какой-то момент я понимаю, что я где-то остановился или где-то пошла просадка, я на самом деле по этому поводу очень сильно заморачиваюсь и делаю так, чтобы сделать в 2 раза лучше, чем сделал бы в обычном каком-то режиме, да, то есть включаю режим спринтера, ускорения. И четвертое, я действительно хочу создать какую-то такую ценность, которая будет принята людьми, то есть вне зависимости от того, присутствую ли я в текущий момент в этой ценности. Я хочу оставить что-то после себя. Что пережило бы тебя и давало бы ценность на протяжении вообще всего существования человечества? Да, безусловно. И вот в этих принципах я живу, я что-то делаю каждый день и применяю современные какие-то инновационные инструменты, которые, как я полагаю, помогут мне построить нечто такое. В этой связи мой следующий вопрос. Ты развиваешь Legal Tech проект. Это проект Upper Setup. Это большой проект, который объединяет как платформа все Legal Tech инструменты и возможность создания компании любому бизнесмену, оплатив карты и получив за 3 дня свои корпоративные документы. Со всех точек мира можно это будет сделать. Этот проект двигает тобой, он мотивирует тебя и захватил твое сознание. В целом, как партнер твой, я тебе об этом говорю. И скажи, пожалуйста, насколько ты допускаешь риск неуспеха и как ты с этим борешься? Есть такая теория выжившего. Теория выжившего гласит, что в расчет всегда принимается успех выжившего, но никогда никто не говорит о неуспехе невыживших. Как ты с этим борешься? Что дает тебе силы верить и что заставляет других верить в тебя? То, что я создаю, не всегда все понимают. Я не создаю, ты сказал Legal Tech, да? Legal Tech — это только часть инструмента, который способствует появлению того, чего я создаю. По большому счету мы с тобой что создаем? Мы создаем сообщество. Сообщество, где соединяются предприниматели, консультанты, представители государственных органов и, в общем, любые заинтересованные лица, которые могут быть рядом в данном круге. И моя цель — создать именно эффективное сообщество, применяя различные инструменты. Это платформа, где можно пошаговую инструкцию получить и выбрать, исходя из цели, правильное место регистрации компании в Арабских Эмиратах. То есть это автоматизированный консультант, да, который, как ты сказал, 9 из 10 дадут разную информацию. Этот консультант будет объективно предлагать и давать сравнения, да, автоматизированный консультант. Это офлайн сообщество, встречи предпринимателей и иностранных предпринимателей, местных предпринимателей и government persons, да, которые будут на ментальном уровне способствовать успешности ведения тех или иных бизнес-проектов в Арабских Эмиратах. Это
legal tech, инструменты, которые помогают создать документ, помогают предусмотреть какие-то штрафы, да, и так далее. То есть решают какие-то юридические задачи, если их можно решить в автоматизированном режиме. Какая-то база знаний, да, которая также формируется. В общем, все, что создается внутри, что может способствовать развитию и эффективному существованию сообщества, то я и создаю. Это панель управления бизнесом, это то, что нужно для тех, кто приходит сюда, и как бы такой, знаешь, микс между бизнес-клубом, IT-решениями и бизнес-акселератором. Это вот то, что я создаю. И отвечая на твой вопрос, то есть что я думаю по поводу того, что мой проект может быть неуспешным, безусловно, любые инструменты из тех, которые внедряются в общую цель и миссию, они могут быть какие-то рабочие, какие-то нет. То есть один инструмент не рабочий, мы его отбрасываем, внедряем другой инструмент, смотрим, да, это как бы постоянная теория и анализ, да, результатов каких-то. Безусловно, я предполагаю, что какие-то мои идеи, мысли и действия, они могут не приносить успеха, а какие-то приносят. Я имею достаточно большой опыт предпринимательства. У меня было много проектов, которые не были успешными. Я уходил глубоко в минус, потом как-то зарабатывал деньги. Опять, да, там взлетал на вершину там собственной какой-то пирамиды. Вот. И что я понял? Что любая неудача – это в первую очередь возможность. И с таким принципом я и живу. Браво. У меня есть последний вопрос. Как ты считаешь, какие 3 самые сильные стороны компании Uppercase, которые она ретранслирует на клиентов в Объединенных Арабских Эмиратах? Почему нужно выбрать Uppercase? 3 причины. Это первое – это локальный опыт. Второе – это, как это ни странно звучит, возможно, это будет очевидно где-то в других странах, да, но здесь это совершенно не очевидно. Это ориентация на результат. И третье – это прозрачность в построении партнерских отношений. Для нас, те, кто к нам приходит, это не клиенты, это наши партнеры. Достаточно много предпринимателей, которые приезжают делать бизнес в Арабские Эмираты, они приезжают сюда в поисках каких-то партнерств, инвестиций. Кто-то находит, кто-то нет. Но те, кто находят, они достаточно рискуют, да, потому что любое партнерство – это всегда риск, в том числе, да, не только выгода. Вот что вы делаете, как вы помогаете таким предпринимателям снизить подобные риски? Существует гигиена. Прежде чем входить в любое партнерство, существует чек-лист тех вещей, которые нужно проверить со своим партнером. Это относится в целом как к бизнес-партнерствам, так и жизненным партнерствам. И юристы — это те люди, которые всегда предупреждают о рисках. И, можно сказать, по-человечески думают о плохом, когда другие не думают. Предприниматель ищет возможности и идет в них. Юрист — это тот, кто предупредит о том, как расставаться в случае недостижения договоренности. В первую очередь нужно предусмотреть порядок выхода из партнерства. Как вы собираетесь расставаться? Кто что забирает? И что у кого остается? Второй вопрос. Где в случае недостижения согласия вы будете судиться? Здесь очень важно предусмотреть правильную арбитражную оговорку и тот суд, который мог бы, или медиатора, который мог бы разрешить ваш спор. Создавая хорошее, думайте о плохом. Что могло бы случиться, если бы это хорошее не наступило? Третье. Очень важно в партнерстве проверить контрагента, проверить своего визави. Кто он? Какой его опыт? Многие предприниматели говорят, что не берут в партнерство тех, у кого не было никогда факапов. Мол, этот партнер не знает, как встать после пропущенного удара. Я бы посмотрел на отсутствие или наличие судебных задолженностей, уплату налогов, провел бы compliance. Для этого к нам обращаются, и мы проводим тщательный due diligence. Это проверка договорной базы, аудит оплаченных налогов, судебных задолженностей, наличие нужных лицензий, проверяем операции, не было ли банковских операций в большом количестве, которые бы нарушали лицензионный режим этой компании.
Помимо специальных таких юридических советов существует масса просто общих рекомендаций по гигиене партнерства. Это достижение максимального количества согласий или обсуждений по самому широкому спектру вопросов, начиная от того, как ваш партнер относится к тому, чтобы свою долю в бизнесе защитить брачным договором от своего супруга, с которым он может расстаться когда-то, и притязание на долю в бизнесе вашего партнера может иметь совершенно чужой для вас человек, его супруг. Во-вторых, эта широта вопросов не ограничивается только юридическими вопросами, это вопросы чистоты ведения бизнеса. Как показывает практика, эти принципы чистоты у всех разные. И третье, в условиях в целом санкционной повестки широкой, я бы сказал, это отношение к санкциям и их соблюдению. Вот основные вещи, которые бы я обсудил с партнером при вступлении в партнерство, где бы оно ни было. Ты работаешь с крупными клиентами, это компании, которые в целом такие нацелены на международную экспансию. И наверняка не всем из них подходит юрисдикция Арабские Эмираты. Либо, к примеру, они рассматривают какие-то другие варианты и рынки. Вот в этом плане что ты предлагаешь, как ты поступаешь? Мы действительно работаем с крупным бизнесом, который нацелен на экспансию по миру. И среди инструментов, которые мы дополнительно к UAE предлагаем, мы предлагаем такие юрисдикции, как Гонконг. Это нулевая налоговая ставка, прекрасная юрисдикция для трейдинга, но очень плохо открывает счета для российского паспорта. Для этого мы предлагаем Маврикий, который является в целом банковской юрисдикцией. Там расположено более 50 крупных банков, большинство мировых банков, HSBC, Bank of China. Это развитая демократическая юрисдикция с развитой банковской системой, находящаяся в белом листе ФАТФ, в отличие, например, от UAE, который находится в грей-лист. Что это дает нашим клиентам? Это дает возможность открыть для компании нерезидента Маврикии, будь то компания из UAE или из Гонконга, счет в банке из белой юрисдикции. На практике это означает, что их банковские платежи в Женеву, Нью-Йорк будут уходить за один банковский день. Это классное сочетание нулевой юрисдикции, налоговой гавани, с безупречно работающей банковской системой. Пока в настоящий момент сочетания всего в одной юрисдикции я не нашел. Поэтому мы умело сочетаем как лего возможности налоговой одной юрисдикции и банковские другой. Работа с такими крупными международными именами предполагает повышенное внимание к качеству сервиса. Безусловно, ты сам руками эту работу не делаешь. У тебя есть команда, которую ты формируешь. Я знаю, что в Арабских Эмиратах сформировать высокоэффективную экспертную команду не так просто. Как ты закрываешь этот вопрос? Мы проходили с командой очень классное обучение Алексея Никифорова, бывшего главы Сибур, который открыл великолепную консалтинговую компанию, которая помогает сегодня найти нужные инструменты для выстраивания и мотивации команд. В целом я этим вопросом давно озадачен. Я сам мотивирую себя, я мотивирую коллег, коллеги мотивируют меня. Этот взаимный процесс ложится на академические знания, которые нам дал Алексей Никифоров. Среди лайфхаков, которые мы используем, прежде всего мы задаем цель и миссию нашего бизнеса. Если человек не знает, ради чего он ходит на работу и ради чего он тратит свои годы, ценные годы жизни, то в целом этот работник неэффективен. Целью нашей компании является, помимо основной цели, помогать вашему бизнесу достичь завтрашних целей с помощью действий сегодня, является цель по взращиванию юридического комьюнити, повышению качества юридических услуг на территории ЮАИ и обучение сотрудников от молодых лет до достижения ими партнерского статуса в лучших традициях
и best practices лучших мировых юридических фирм. Эти 3 миссии, то есть помощь бизнесу, взращивание комьюнити и взращивание сотрудников, является ДНК нашей компании. Это позволяет нам открыто и прозрачно разговаривать с сотрудниками, получать от них честную обратную связь, улучшаться и в целом вести осознанный разговор, для чего мы это делаем. Ведь каждое утро достаточно трудно вставать и вести за собой и помогать. Для этого должна быть яркая и большая цель. Мы задались такой яркой большой целью. Мы хотим стать лучшей юридической фирмой для русскоговорящего сегмента в ЮАИ и странах МЕНА. Мы считаем, что эта цель не только поможет нашей компании вырасти, она вообще принесет нового игрока в мировой юридический мир. Мы на сегодняшний день не видим больших компаний с русскоговорящими юристами, которые бы достигли уровня ИЛФов, International Law Firms. Наша цель — стать именно такими. Все, что я услышал, это очень похоже на такую осознанную, понятную миссию, принципы ведения бизнеса и цели. А что у тебя с личными? Какая твоя личная миссия и какая твоя личная цель? И как она пересекается с тем, что ты делаешь каждый день в твоем бизнесе? Личная цель и миссия менялись в течение жизни. Скажем, до рождения детей она была одна. После рождения детей она видоизменилась. Но в целом объединяет миссии каждого периода желание делиться и желание быть примером. Я отношусь к категории людей, которые очень требовательны к себе. Это требовательность по утрам, это требовательность по вечерам, это требовательность в течение всей жизни. В целом, эта требовательность может быть продиктована тем, что я достаточно дисциплинированный человек. Однако, задумавшись над своей миссией, я недавно обнаружил в результате медитации, что корень этой миссии лежит в том, откуда я. Я из маленького города на юге России, в славной республике Калмыкия. Это буддийская республика на юге России. И я очень горжусь своим происхождением. Я очень хочу быть примером. Для меня не пустые слова. Калмык — это профессия. Поэтому я отношусь к этому как к ежедневному труду для того, чтобы стать примером, лучшим best practices своего региона, своего народа. И я бы хотел показать всему миру, что в России очень много талантливых людей. И они не обязательно должны родиться в очень богатой семье или в большом городе для того, чтобы чего-то достигнуть. Поэтому меня моя миссия вдохновляет, она меня мотивирует, и я хочу своим примером показать, что каждый может достигнуть всего, чего пожелает. Напоследок, обычно я задаю этот вопрос всем экспертам, которые беру интервью. Что ты посоветуешь предпринимателю или бизнесу, который планирует выйти на рынок Арабских Эмиратов? Какие шаги пройти? Чек-лист. Чек-лист для предпринимателя, который хочет выйти на рынок Арабских Эмиратов. В первую очередь определитесь с видом деятельности. Это определяющее при выборе фризоны. Поймите, что вам нужно: склады, офисы, какое количество персонала. От этого будет зависеть и в том числе то, где вы будете открывать свой банковский счет. Будь то ЮАИ банки или ЮАИ банки плюс Маврикийский банк или только Маврикийский банк. Следующее, для выхода на рынок ЮАИ задумайтесь, кто ваша аудитория. Определите цель и сделайте рейндж ваших лицензий, акведов по-русски говоря, соответствующим тем видам деятельности для той аудитории, которую вы несете. И последнее, тщательно выбирайте консультанта. На рынке ЮАИ с услугами огромная, большая беда и пропасть. Поэтому из 10 консультантов 9 вам скажут разную информацию. Выбирайте на основании рекомендаций, рейтингов, если вы их увидите в той или иной части,
и выбираете на основе обязательного личного отбора с проведением встречи. Консультант — это ваше все. Спасибо за приятный разговор и экспертное интервью.